Это история о том, как обычная поездка превратилась в путешествие внутрь самого себя. Потому что в этот раз я отправился в очередное приключение не только чтобы посмотреть новые интересные места, а еще чтобы найти самого себя. Иногда в жизни бывают моменты, когда становится грустно. Иногда что-то случается, а иногда просто без видимых причин. И вот что-то похожее произошло и со мной. Конечно, я много раз размышлял о том, что же это такое и откуда взялось, потому что со мной явно что-то происходило. Но как только я думал, что все, я справился и про это недоразумение можно забыть, то оно опять давало о себе знать, и было не круто. И в один момент я понял, что этот вопрос нужно решать как-то кардинально, чтобы наконец-таки решить. Конечно, не все так просто, меня ждут неожиданные препятствия и сложные решения, но именно эти моменты помогают мне понять, что действительно важно, и наконец-таки победить, я надеюсь, это состояние. Про себя я знаю, что одно из сильно действующих средств для повышения мотивации, хорошего настроения и бодрого духа – это планирование путешествия, бронирование билетов, выбор отеля, прокладка маршрута, отметка на карте достопримечательностей и все такое. Однако я работаю 2 через 2, и 2 дня это слишком мало, чтобы куда-то съездить. Но я не отчаиваюсь и в один момент договариваюсь, чтобы у меня было 4 дня выходных вместо 2. Я давно хотел посетить Беловежскую пущу, и 4 дня для этого путешествия было просто идеально, потому что один день туда, 2 дня там и один обратно. Но все было так хорошо только до того момента, пока я не начал планировать путешествие. Работа у меня до 20:00, а последний поезд в Беларусь уходит в 18, и на него я никак не успеваю. И единственный вариант это либо терять день, либо искать другой способ добраться туда. Автобусы туда тоже не особо, чтобы ходили, и тоже все уходят не сильно поздно. И единственный способ это полететь на самолете, а авиасообщение с Брестом, а это как раз таки тот город, куда мне нужно было приехать, есть только из Москвы. И как бы окей, это конечно удорожает мою поездку, но а что поделаешь? Но следующая проблема возникла, как добраться до Москвы, потому что билеты на все поезда, которые уходят после окончания моей работы и приходят заранее до вылета из Москвы, на них все билеты были раскуплены. Мне приходится покупать еще один билет на самолет, но теперь из Петербурга до Москвы, благо там летают сейчас шаттлинги, то есть каждые 15 минут самолет взлетает и приземляется, и между ними можно менять билеты, если ты опоздал, либо наоборот пришел раньше. И казалось бы, все, ура, все получилось, но есть еще маршрут обратно, и поезд, который должен меня везти, приходит на час позже, чем у меня начинается работа, а еще плюс доехать, то есть опоздать на 2 часа, это как бы такое себе. И опять единственный вариант это самолет, но авиасообщение из Бреста есть только до Москвы, а конкретно в тот день его в принципе нету. И мне приходится искать поезд до Минска, а уже из Минска на самолете. И опять же это сильно удорожает мою поездку. С отелем тоже была какая-то засада, потому что на несколько дней до и на несколько дней после было много предложений, но конкретно в те дни, когда я туда мог приехать, а когда мне нужно было туда приехать, не было ничего. Я облазил все возможные сайты по бронированию и в итоге нашел одно единственное последнее предложение на эти дни. То есть после меня в эти дни туда вообще бы никто не смог приехать и заселиться. В эти моменты я много раз хочу все отменить, просто остаться дома и ничего не делать, но что-то меня останавливает и побуждает продолжить свою поездку. И вот в один момент я нажимаю заветную кнопочку «Забронировать», и телефон радостно пиликает, что он получил на почту все подтверждения о бронировании и невозвратные билеты. Вот я несколько дней спустя уже в аэропорту, и да, внутри меня то долгожданное чувство, что вот оно путешествие, сейчас я опять полечу на самолете в новый для себя город, увижу что-то новое и интересное, и просто отлично проведу время, но что-то еще примешивалось к этому ощущению, что-то, что не давало мне полностью насладиться этим моментом. И самое главное, что умом-то я понимаю, что у меня ничего критичного не произошло, но настроение внутри идет вразрез с этими мыслями и не дает мне покоя.
Я просто иду вперед, делаю пересадку в Москве и сажусь на рейс в Беларусь. Я знаю, что в Бресте аэропорт небольшой и принимает всего 3-4 рейса в неделю, но все же я был удивлен, когда нас выводят из самолета, проводят 20 метров на автобусе к самой обычной дверьке в здании, у которой просто на улице стоит багаж. Каждый берет свою сумку и заходит внутрь. Там просто небольшая рекреация, как в школе или в поликлинике, и я просто прохожу через эту маленькую дверьку, через эту рекреацию и оказываюсь на свободе, причем реально на свободе. Вокруг меня деревья и поля, и никаких проверок, никакой таможни, никакого досмотра. Просто выходишь и все. У входа в аэропорт стоят несколько таксистов, но я почему-то не очень хочу пользоваться их услугами, и так как другого транспорта в аэропорт попросту нету, решаю пойти еще 2 километра вперед, к ближайшей трассе, чтобы там сесть на автобус, а точнее на междугороднюю маршрутку, которая едет в ближайшие деревеньки и городки. И вот только я, дорога и кукурузное поле. Я, получается, просто вот по такой вот дороге, по съезду, потому что вот там вот скоростная трасса, а это вот съезд, небольшая вот развязочка, вот там вот мост. И я, значит, вот так вот иду до автобусной остановки, чтобы уехать в город из аэропорта. Таким образом, я дохожу до остановки просто в поле и жду первой маршрутки в город. Спустя некоторое время одна из таких приходит, и я доезжаю до автовокзала, на котором мои приключения не заканчиваются. В билетной кассе мне говорят, что билетов в Каменюке, так называется деревня, у которой находится вход в Беловежскую пущу, так вот билетов в Каменюке нет, и единственный вариант поехать туда завтра вечером. Для меня это крайне неприемлемо, поэтому я выхожу из автовокзала и иду к таксистам. Немного поторговавшись, сбиваю цену с 80 до 70 рублей, но зато с большим комфортом еду до места. От Бреста дорога занимает где-то час. Конечно, большую часть дороги мы едем молча, но иногда я спрашиваю интересующие меня вопросы, которые не сильно даже относятся к поездке, а просто из-за разряда «а почему так?» или «а что будет если?». Но в том числе получил информацию, что ехать на том автобусе крайне некомфортно. Он всегда забит, у него куча остановок, и ездит он не прямо, а заезжая во все попутные близлежащие деревеньки, но все-таки таксист это заинтересованное лицо, поэтому тут уж сами решайте, хотите верьте, хотите нет. Спустя час мы таки приехали в деревню Каменюки, где я и должен остановиться. Однако, как я уже рассказывал, не в гостинице, а в что-то типа гостевом доме. Я всегда привык платить картой и обычно оплачиваю все либо телефоном, либо часами. Но тут, как назло, сломался платежный терминал, и единственный способ было все оплатить наличкой. Ближайший банкомат находится в центре села, это где-то 2 километра от того места, где я находился. И вот я выпрашиваю велосипед, чтобы доехать до этого банкомата, скорее всего единственного в селе, и снять нужную сумму. Там снимаю деньги и становлюсь обладателем большой пачки наличности. Ну, я просто снял мелкими купюрами, чтобы потом было удобнее, если что. Раз уж я нахожусь в центральной части Каменюк, то захожу в сельский магазин, чтобы подбодрить себя чем-то вкусным. Если говорить про место, в котором я остановился, то я даже рад, что это получился не просто отель или гостиница, а именно такой вариант, потому что тут царит неповторимая атмосфера и, можно сказать, нет толпы людей. Просто находясь тут, обедая или прогуливаясь по территории, я понял, что просто могу не думать, что будет завтра и что было вчера, а погрузиться в свой мир и наслаждаться видами, которые меня окружают. За основной оградой владения этого гостевого дома продолжаются. Однако вместо сада теперь меня окружают поля и небольшие посадки вдоль дорожки дальше, в конце которой стоит деревянная беседка.
За беседкой я нахожу выход к речке, в которой можно, если не искупаться, то хоть немного освежиться, потому что солнце тут жаркое и температура днем поднимается достаточно высоко. В номере у меня комфортно и уютно, а самое главное, продолжается тот стиль и та атмосфера, которая задана во всем остальном пространстве. Да, номер у меня далеко не на одного, но других вариантов не было, так что я ночую один в таких хоромах. Ближе к вечеру я решаю немного прогуляться и побыть наедине сам с собой. Солнце уже садится, и хоть полная темнота еще не опустилась на землю, уже достаточно темно. И вот я один в поле, с одной стороны меня уходящая вдаль зарево заката, а с другой стороны луна, которая довольно скромно, но уже достаточно ярко светит на засыпающую деревню. Это было отличное время, чтобы просто посидеть и подумать. На следующее утро я отправляюсь в Беловежскую пущу. Опять беру велосипед и еду 2 километра по деревне к главному входу в национальный парк. Подробно про сам лес, что там есть интересного и какие у меня там были приключения, я рассказал в своем прошлом видео, так что посмотрите его по ссылке в описании, потому что сейчас я хочу рассказать немного о другом. Именно тут у меня было очень много времени, чтобы просто ехать по солнечным дорожкам или сидеть, любуясь природой. В общем, было целых 2 дня, в которые никто меня не отвлекает, мне никуда не нужно, и я просто предоставлен сам себе. Я трачу это время, чтобы просто отдохнуть, помечтать, погрустить о несбывшихся мечтах, придумать новые, возможно, нереализуемые идеи. Одним словом, просто побыть сам собой и лучше понять, а что я действительно хочу, что меня тревожит и что я вообще могу сделать. Эти 2 дня были как путешествие в другой мир, и я действительно как бы перенесся куда-то далеко, туда, где нет всех проблем, задач, дел. Я смог посмотреть как бы со стороны на себя, свою жизнь и много о чем поразмышлять. К концу 2-го дня я чувствовал, что что-то уже изменилось, что-то теперь во мне по-другому, но вот что и как произошло, я еще не до конца понимал. Да и когда прислушивался к себе, как будто бы все затихало, словно маленький язычок пламени среди сложенного костра. Он где-то там есть, но его пока не увидишь и не почувствуешь, но ты точно знаешь, что он где-то там есть, и очень надеешься, что он не потухнет и со временем сможет разгореться в большой костер. К вечеру 2-го дня я вернулся в Брест, потому что на следующее утро у меня ранний поезд до Минска, и чтобы не опоздать и хоть немного выспаться, а самое главное, точно доехать до вокзала, лучше последнюю ночь провести в городе. Последние свои часы я гуляю по центру и наслаждаюсь атмосферой города. Спустя некоторое время я дохожу до Брестской крепости. Конечно, мое состояние совпадает на вид с тем, которые часто навевают такие места, но вот только на первый взгляд. И мне в какие-то моменты было даже немного неловко, что я думаю о каких-то своих переживаниях, большинство из которых сам до конца не понимаю. Но в любом случае это место произвело на меня большое впечатление. И я помню, некоторое время назад был у мемориала Алёша в Мурманске, теперь тут, в Брестской крепости.
И теперь у меня есть желание посетить и Мамаев курган в Волгограде. И я думаю, когда-нибудь это сделаю, потому что когда есть какая-то мечта или цель, или ты знаешь, что да, я хочу это сделать, то обязательно найдешь силы и возможности осуществить свою идею. Несмотря на то, что кто-то будет говорить: да глупости все это. Значит, просто нужно найти тех, кто сможет тебя поддержать в этом. Уже совсем ближе к ночи, когда солнце зашло за горизонт и начали опускаться сумерки, я возвращаюсь на центральную улицу. Тут уже собралась толпа, потому что сейчас будет необыкновенно красивый и незабываемый перформанс. Ровно в 9 вечера из-за угла одного из домов выходит фонарщик с лестницей и начинает зажигать фонари. Это очень красиво и необычно. Конечно, вначале вокруг него большая толпа, но чем дальше он продвигается и чем больше фонарей теперь светилось, людей становилось все меньше и меньше. Это было непередаваемо волшебно и настолько атмосферно, что находиться тут можно было бесконечно долго. Но вот все фонари горят, а солнце уже давно село и вокруг меня темнота. А значит и мне пора спать. На утро я ощущаю себя абсолютно не так, как вчера или несколько дней назад. Я еду на вокзал, и у меня уже нет того давящего чувства грусти и переживания, что-то теперь по-другому. Я не знаю что, но явно что-то поменялось. У меня было много новых идей и желание их выполнять. Я еду в поезде и смотрю в окно на проносящиеся за ним поля, леса и деревеньки, и мне так как-то хорошо и приятно, что я просто еду, и мое путешествие хоть и подходит к концу, но еще не закончилось, и у меня еще по факту есть целый день, потому что прилетаю домой я только вечером. Видимо, эти 4 дня сыграли немаленькую роль, и за них я смог лучше понять себя и разобраться. В тот момент я еду и думаю, а чего я вообще грустил? Ведь у меня ничего не случилось. Есть куча ситуаций, о которых действительно стоит переживать и грустить. А у меня чего? Ничего же особенного не произошло. У меня есть друзья и семья, которые поддержат меня в моих самых безумных идеях и скажут: а давай попробуем вместе. У меня есть работа, которая мне нравится и на которую я опять скоро вернусь после выходных. Я могу путешествовать и заниматься своим хобби. Все же хорошо и становится только лучше. Хотя, может быть, действительно не получится всегда быть веселым, и иногда, наверное, радость должна сменяться грустью. Но самое главное — прожить и понять это состояние, чтобы потом мир засиял новыми красками, и у тебя были новые силы двигаться дальше и быть счастливым.